Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Prом в мой склад. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заказах из Prом в другие системы. Например, в мой склад ввести учет новых заказов из Prом удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных – Prом. Теперь необходимо указать действие – загрузить новые заказы. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Prом к системе Apex Drive. Для того, чтобы получить актуальный API-ключ, вам необходимо обратиться в службу поддержки Prom. После того, как вам предоставят API-ключ, скопируйте его, вставьте в текущее поле и нажмите «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Мой склад». Теперь необходимо указать действие «Отправка заказов». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт «Мой склад» к системе Apex Drive. Введите данные для авторизации в личный кабинет «Мой склад». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, при заполнении данных, которые будут отправляться в систему «Мой склад», важно указать внешний код товара, для того, чтобы система «Мой склад» смогла идентифицировать товар. Важно, чтобы переменная с ID или внешний код ID товара из Prом совпадала с внешним кодом товара в «Мой склад». Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в мой склад». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в мой склад успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!